Ложь пустоты. Представьте, что абсолютная пустота, вакуум космоса, на самом деле бурлит невидимой энергией, способной порождать материю из ничего. Что, если самые фундаментальные представления о реальности, которым нас учили, оказались неверны, а истина настолько странная, что многие ученые избегают ее обсуждать? Сегодня я приглашаю вас заглянуть туда, где, как нам всегда казалось, царит лишь безмолвное ничто, и обнаружить там целый мир, скрытый от наших глаз, мир, который переворачивает все с ног на голову. Мы привыкли думать о пустоте, как об отсутствии всего. Нет воздуха, нет света, нет материи, просто зияющая чернота между звездами или идеальный вакуум, который физики пытаются создать в лабораториях, откачивая каждую молекулу. Это интуитивное понимание, оно кажется таким естественным, таким незыблемым. Пустота — это фон, сцена, на которой разворачивается драма Вселенной, но сама она инертна, пассивна, мертва. Верно? А вот квантовая механика, это самая странная и контринтуитивная область науки, говорит нам: нет, неверно, совсем неверно. Под покровом этой кажущейся пустоты скрывается океан бурлящей активности, фундаментальный уровень реальности, который определяет свойства всего сущего. Эта метка начинает разрушение вашего привычного взгляда на мир. Мы задаемся главным вопросом: что же на самом деле таится там, где по всем нашим обыденным представлениям не должно быть абсолютно ничего? Приготовьтесь, ведь то, что мы обнаружим, способно пошатнуть сами основы вашего мироощущения. Это знание, которое одновременно пугает и восхищает, заставляя переосмыслить природу пространства, времени и самой материи. Отправляемся в путешествие к сердцу вакуума, чтобы увидеть его истинное, живое лицо. Океан под покровом реальности. Теперь позвольте мне провести вас еще глубже, к самой основе нашего существования, представив концепцию квантовых полей. Забудьте на мгновение о маленьких шариках-частицах, летающих в пустоте, как нас учили в школе. Квантовая теория поля рисует совершенно иную картину, гораздо более странную и элегантную. Согласно ей, фундаментальной реальностью являются не частицы, а поля невидимые сущности, пронизывающие абсолютно все пространство-время, словно бескрайние, невидимые океаны. Существуют поля для каждой известной фундаментальной частицы: электронное поле, кварковые поля, фотонное поле, поле электромагнитного излучения, поле Хиггса и так далее. Они повсюду, даже там, где мы видим абсолютную пустоту. Элементарные частицы, такие как электроны или фотоны, это не что иное, как локальные возбуждения или кванты этих полей. Представьте себе спокойную поверхность пруда. Это поле в состоянии покоя, в вакууме. Бросьте камень, и по воде побежит рябь, волна. Вот эта рябь — это локализованное возмущение и есть аналог частицы. Электрон — это квант возбуждения электронного поля. Фотон — это квант возбуждения электромагнитного поля. Частицы могут рождаться и исчезать, но поля остаются всегда. Они и есть истинная ткань реальности. Эта концепция полностью меняет наше понимание материи и взаимодействия. Взаимодействие между частицами — это обмен квантами соответствующих полей. Например, два электрона отталкиваются, обмениваясь виртуальными фотонами, квантами электромагнитного поля. Это не просто удобная математическая модель. Это описание того, как мир устроен на самом фундаментальном уровне, подтвержденное бесчисленными экспериментами с поразительной точностью, достигающей 1/10-миллиардной доли процента в некоторых случаях. Мы больше не живем в мире отдельных объектов, плавающих в пустоте. Мы живем в мире взаимопроникающих, вибрирующих квантовых полей, а все, что мы видим и ощущаем, есть лишь проявление их сложного танца. Недремлющая бездна — энергия нуля. Энергия, рожденная из абсолютного нуля, вот что мы сейчас рассмотрим. Если квантовые поля — это фундаментальная ткань реальности, как я описал ранее, то что происходит с ними в состоянии абсолютной пустоты и холода? Интуиция подсказывает, они должны замереть, успокоиться, достигнуть состояния полного нуля энергии. Но квантовый мир снова бросает вызов нашей интуиции. Вспомните один из самых странных и фундаментальных принципов квантовой механики — принцип неопределенности Гейзенберга. Он гласит, что у квантовой системы не может быть одновременно точно определенных некоторых пар свойств, например, положения и импульса. Чем точнее мы знаем одно, тем менее точно другое. Это не ограничение наших измерений, это фундаментальное свойство самой природы. Так вот, этот принцип применим и к квантовым полям. Поле не может одновременно иметь точно нулевое значение и точно нулевую скорость изменения этого значения. Оно не может просто застыть в абсолютном нуле. Оно обязано постоянно колебаться, флуктуировать даже в полном вакууме и при температуре абсолютного нуля, которая составляет минус 459,67 градуса по Фаренгейту, самой низкой теоретически возможной температуре. Эти неустранимые квантовые флуктуации полей и обладают минимальной ненулевой энергией. Ее называют энергией нулевой точки или энергией вакуума.
Это не тепловая энергия, которую можно было бы убрать охлаждением, это неотъемлемое свойство самого пространства-времени, пронизанного квантовыми полями. Представьте себе идеально тихое озеро, даже на его поверхности всегда будет легкая рябь, вызванная самим существованием воды. Так и вакуум. Он не мертв, он дышит квантовыми флуктуациями. Эта энергия нулевой точки заполняет всю Вселенную. Ее расчетная величина, если верить некоторым теоретическим моделям, просто колоссально, невообразимо огромна, но об этом парадоксе мы поговорим позже. Пока важно осознать сам факт. Пустота не пуста. Она содержит энергию. Фундаментальную, неустранимую, присущую самой структуре реальности. Это знание переворачивает наше представление о ничто, превращая его в нечто активное и потенциально мощное. Призрачное касание вакуума. Шепот вакуума, услышанный впервые, стал настоящим откровением для физиков. Долгое время энергия нулевой точки оставалась чисто теоретической концепцией, математическим артефактом квантовой теории поля. Многие полагали, что она, возможно, не имеет реальных физических проявлений, что ее можно просто вычесть из уравнений как некий фоновый уровень, не влияющий на наблюдаемые явления. Но в 1948-м нидерландский физик Хендрик Казимир сделал поразительное предсказание, которое впервые намекнуло, что энергия вакуума — это не просто абстракция. Он рассмотрел очень простую, на первый взгляд, систему. Две идеально гладкие, параллельные, незаряженные металлические пластины, расположенные в абсолютном вакууме на чрезвычайно малом расстоянии друг от друга. Представьте себе зазор тоньше человеческого волоса, разделенного на сотни или даже тысячи частей. Речь идет о расстояниях порядка микрометров или даже нанометров. Согласно классической электродинамике, между незаряженными пластинами не должно возникать никаких сил. Гравитационное притяжение между ними пренебрежимо мало. Казалось бы, они должны просто висеть в пустоте, никак не влияя друг на друга. Однако Казимир, опираясь на квантовую теорию, пришел к выводу, что между пластинами должна возникнуть небольшая, но измеримая сила притяжения. Сила, возникающая буквально из ничего, из пустоты между пластинами. Откуда она берется? Казимир предположил, что это и есть проявление той самой энергии нулевой точки, тех самых квантовых флуктуаций вакуума. Пластины, находясь близко друг к другу, действуют как резонатор. Они ограничивают возможные длины волн виртуальных частиц, которые могут существовать в зазоре между ними. Снаружи пластин таких ограничений нет. Это создает разницу в давлении вакуума снаружи и внутри, которая и толкает пластины друг к другу. Подумайте только, пустота давит. Эта идея была настолько революционной, настолько противоречащей обыденному опыту, что вызвала большой интерес и споры в научном сообществе. Предсказание Казимира открывало путь к экспериментальной проверке существования энергии вакуума и ее способности производить реальную работу. Это был первый шаг к пониманию того, что вакуум — это не просто пассивная арена, а активный участник физических процессов. Море частиц-призраков. Так как же именно эти две простые пластины в пустоте умудряются притягиваться друг к другу? Давайте попробуем нарисовать картину этого удивительного механизма, используя концепцию виртуальных частиц. Вспомните, я говорил, что квантовые поля постоянно флуктуируют даже в вакууме, обладая энергией нулевой точки. Принцип неопределенности Гейзенберга, примененный к энергии и времени, допускает кратковременные нарушения закона сохранения энергии. Вакуум может как бы одолжить энергию на очень короткий промежуток времени, достаточный для рождения пары частица-античастица. Эти частицы называют виртуальными, потому что они существуют лишь миг, почти мгновенно аннигилируя друг с другом и возвращая долг вакууму. Они не являются реальными частицами, которые мы можем наблюдать напрямую и долго, но их мимолетное существование имеет вполне реальные последствия. Представьте вакуум как кипящий океан этих виртуальных частиц, постоянно появляющихся и исчезающих повсюду. Теперь поместим в этот океан две наши близко расположенные пластины. Пространство между пластинами действует как резонатор или фильтр для этих виртуальных частиц, точнее для волн квантовых полей, которым они соответствуют. Только те виртуальные частицы или волны поля, чья длина волны умещается целое число раз между пластинами, могут там существовать. Длинноволновые флуктуации оказываются подавленными. Снаружи пластин таких ограничений нет. Там может кипеть полный спектр виртуальных частиц всех возможных длин волн и энергий. Получается, что снаружи пластин виртуальных частиц как бы больше. Их активность выше, чем в узком зазоре между ними. Этот избыток активности снаружи создает давление, которое буквально вдавливает пластины друг в друга. Это и есть сила Казимира. Макроскопическое проявление квантовых флуктуаций вакуума. Сила, рожденная из пустоты, подтверждающая, что эта пустота вовсе не пуста, а полна скрытой энергии и активности, способной двигать предметы. Это не магия, это физика на самом глубоком и странном уровне, демонстрирующая мощь, затаившуюся в кажущемся ничто. Доказательство. Пустота жива. Предсказание Хендрика Казимира было элегантным и интригующим, но одно дело теория на бумаге, и совсем другое реальное наблюдение.
Сила Казимира чрезвычайно слаба на обычных расстояниях, становясь заметной лишь когда объекты разнесены на дистанции порядка микрона или меньше, это тысячные или даже миллионные доли дюйма, сравнимые с размерами бактерий или толщиной отдельных слоев графена. Измерить столь слабую силу, возникающую между двумя близко расположенными поверхностями, было невероятно сложной экспериментальной задачей. Требовались высочайшая точность, устранение всех возможных помех, вибраций, электростатических зарядов, температурных флуктуаций. Десятилетиями физики бились над этой проблемой. Прорыв произошел в 1997, когда Стив Ламоро, работавший тогда в Вашингтонском университете, сумел провести первый высокоточный эксперимент. Он использовал остроумную установку с торсионным маятником, чувствительным устройством, способным измерять очень малые силы по углу закручивания тонкой нити. В его эксперименте измерялась сила притяжения между тщательно отполированной сферической линзой и кварцевой пластиной, покрытыми слоем металла. Подводя их на микрометровые расстояния, Ламоро смог зарегистрировать крошечную силу притяжения, которая с точностью около 5% совпала с теоретическим предсказанием Казимира. Это было триумфальное подтверждение. Энергия вакуума реальна, и она действительно создает силу. В последующие годы другие группы исследователей, используя еще более совершенные методики, такие как атомно-силовая микроскопия, подтвердили эффект Казимира с еще большей точностью и для различных геометрий поверхностей. Сегодня эффект Казимира — это твердо установленный физический факт, рутинно учитываемый, например, при проектировании микро- и наноэлектромеханических систем, где он может приводить к нежелательному слипанию деталей. Это уже не просто шокирующая теория, а реальное явление, которое доказало: пустота обладает энергией и оказывает давление на материальный мир. Вакуум жив. Рождение материи из ничто. Теперь мы подходим к идее, которая кажется вырванной прямо из научной фантастики, созданию материи из чистой пустоты. Если эффект Казимира показал нам, что вакуум может оказывать давление, то следующий шаг в нашем погружении в квантовую бездну еще более ошеломляет. Речь идет об эффекте Швингера, теоретической возможности буквально выдернуть реальные полноценные частицы из бурлящего океана виртуальных пар вакуума. Это предсказание сделал американский физик-теоретик Джулиан Швингер, один из титанов квантовой электродинамики, получивший Нобелевскую премию в 1965. Его идея заключается вот в чем. Если создать чрезвычайно невообразимо сильное электрическое поле в вакууме, оно сможет воздействовать на виртуальные пары частица-античастица, которые постоянно рождаются и аннигилируют. Представьте себе виртуальную пару электрон-позитрон. В нормальных условиях они обречены на почти мгновенное взаимное уничтожение, но сверхсильное поле способно растащить их друг от друга, прежде чем они успеют аннигилировать. Поле передает паре достаточно энергии, чтобы превратить их из мимолетных виртуальных фантомов в реальные стабильные частицы, которые можно наблюдать и измерять. Они как бы материализуются из энергии поля и энергии самого вакуума. Это уже не просто изменение давления вакуума, как в эффекте Казимира. Это акт творения материи из энергии, пропитывающей пустоту. Электрическое поле выступает катализатором, спусковым крючком, высвобождающим потенциал, скрытый в квантовых флуктуациях. Сама мысль о том, что можно создать что-то из ничего, просто приложив достаточно сильное поле, будоражит воображение и заставляет переосмыслить фундаментальные законы сохранения. Швингер показал, что вакуум — это не просто пассивный резервуар энергии, но потенциальный источник самой материи, ждущий лишь подходящих условий для своего проявления. Цена сотворения мира. Каковы же эти условия, способные пробудить материю из небытия, как предсказал Швингер? Ответ прост и одновременно пугающий. Нужны поистине экстремальные условия. Поля такой напряженности, которая редко встречается во Вселенной. Существует критическое значение напряженности электрического поля, известное как предел Швингера. Его величина составляет примерно 1,3 умножить на 10 в 18 степени вольт на метр. Чтобы попытаться представить эту колоссальную цифру, это поле в квадриллионы раз сильнее, чем поля, которые мы можем создать в лабораториях с помощью самых мощных лазеров или ускорителей частиц. Оно даже во много раз превосходит поля внутри атомов, удерживающие электроны на орбитах. Такие поля могут существовать, например, вблизи экзотических астрофизических объектов, таких как магнетары, нейтронные звезды с невероятно сильными магнитными полями. Почему же требуется такая чудовищная напряженность? Ответ кроется в знаменитом уравнении Эйнштейна E равно mc квадрат, связывающем массу и энергию.
Чтобы создать пару реальных частиц, например, электрон и позитрон, нужно затратить энергию, эквивалентную их массе покоя. Эту энергию должно предоставить электрическое поле на очень малом расстоянии, сравнимом с комптоновской длиной волны частицы, характерным квантовым масштабом. Предел Швингера как раз и соответствует напряженности поля, способного совершить такую работу над виртуальной парой, вырвав ее в реальность. Эта огромная величина наглядно демонстрирует, какая колоссальная энергия заперта в вакууме, если для ее высвобождения в виде частиц требуются столь титанические усилия. Мы видим океан энергии нулевой точки, но достать из него хотя бы каплю в виде реальной материи оказывается невероятно сложно. Именно поэтому эффект Швингера до сих пор не наблюдался напрямую в чистом виде в лаборатории, хотя косвенные свидетельства и аналогичные процессы изучаются в физике высоких энергий. Трудность достижения предела Швингера подчеркивает как огромный потенциал энергии вакуума, так и наши текущие ограничения в его освоении. Величайшая ошибка Вселенной. И вот здесь, на стыке квантовой теории и космологии, мы сталкиваемся с загадкой такой глубины, что она заставляет многих физиков испытывать интеллектуальный дискомфорт, а некоторых откровенный трепет. Я говорю о проблеме космологической постоянной, возможно, самом большом провале предсказательной силы современной фундаментальной науки. Мы установили, что вакуум наполнен энергией нулевой точки, квантовыми флуктуациями всех существующих полей. Квантовая теория поля позволяет даже оценить плотность этой энергии. Когда физики пытаются это сделать, суммируя вклады нулевых колебаний всех известных полей до определенного энергетического предела, они получают число. Например, планковской энергии, считающейся границей применимости наших теорий. Число настолько абсурдно, чудовищно огромное, что его трудно даже осмыслить. По некоторым оценкам, теоретическая плотность энергии вакуума превосходит наблюдаемую плотность энергии во Вселенной примерно на 120 порядков. Это единица со 120 нулями. Чтобы вы представили масштаб катастрофы, это расхождение больше, чем если бы вы пытались измерить длину небольшого вируса с точностью до размера всей наблюдаемой Вселенной и ошиблись. Эта теоретически предсказанная энергия вакуума должна была бы оказывать колоссальное гравитационное воздействие. Если бы она действительно была такой огромной, ее антигравитационный эффект должен был бы разорвать Вселенную на части практически в момент ее рождения, поскольку энергия вакуума ведет себя как среда с отрицательным давлением. Пространство расширялось бы с такой неистовой скоростью, что ни галактики, ни звезды, ни даже атомы просто не смогли бы сформироваться. Но мы здесь. Вселенная существует, она расширяется, но с гораздо более скромным ускорением, которое соответствует наблюдаемой плотности темной энергии или космологической постоянной. Эта наблюдаемая плотность крошечна по сравнению с теоретическим предсказанием, она меньше на те самые 120 порядков. Куда делась вся эта гигантская энергия вакуума? Почему ее гравитационный эффект почти полностью скомпенсирован? Существует ли какой-то неизвестный нам механизм или фундаментальный принцип, который обнуляет ее до наблюдаемого значения? Или наша квантовая теория поля в корне неверна, когда дело доходит до гравитации? Это глубочайший кризис, зияющая пропасть в нашем понимании самых основ мироздания. И честного ответа пока нет ни у кого. Прикоснуться к бесконечному источнику? Неисчерпаемый океан энергии прямо у нас под ногами, в каждом кубическом дюйме пространства, возможно ли это? Раз вакуум действительно наполнен колоссальной энергией нулевой точки, пусть даже ее наблюдаемая гравитационная роль и загадочна, возникает соблазнительный вопрос. Можем ли мы научиться ее извлекать и использовать? Сама идея кажется фантастической, почти мифической, источник чистой, безграничной энергии, который никогда не иссякнет. Представьте мир, где энергетический голод человечества утолен навсегда, где нет нужды сжигать ископаемое топливо, загрязняя планету, где космические путешествия становятся доступнее благодаря неиссякаемому источнику тяги. Это мечта, которая веками будоражила умы изобретателей и фантастов, а квантовая физика, кажется, дает ей некую теоретическую основу. Ведь энергия есть, она реальна, эффект Казимира тому подтверждение. Но здесь нас поджидает суровая реальность физических законов и технологических барьеров. Во-первых, как мы уже видели на примере эффекта Швингера, расшевелить вакуум и заставить его отдать энергию в виде частиц требует поистине астрономических усилий. Во-вторых, фундаментальные законы термодинамики гласят, что для получения полезной работы обычно требуется разность энергий, некий градиент или переход из состояния с высокой энергией в состояние с низкой. Вакуум же представляет собой основное, самое низкое энергетическое состояние системы. Как создать состояние с еще более низкой энергией, чтобы вакуум мог отдать свою энергию? Это все равно, что пытаться заставить воду течь вверх без насоса. Существуют различные спекулятивные идеи, например, использование модифицированного эффекта Казимира для создания
создание крошечных двигателей или попытки локально изменить структуру вакуума. Однако все они находятся на самой границе теоретической физики, часто гранича с нарушениями известных законов сохранения или требуя экзотических условий и материалов, которые нам недоступны. На данный момент нет ни одного экспериментально подтвержденного способа извлечения полезной энергии из вакуума. Хотя энергия нулевой точки реальна, ее использование остается глубоко гипотетическим и сталкивается с фундаментальными трудностями, которые могут оказаться непреодолимыми. Мечта о бесплатной энергии из пустоты пока остается лишь мечтой, хотя и основанной на удивительных открытиях квантовой физики, искривляя пространство пустотой. Но что если потенциал квантового вакуума простирается далеко за пределы простого источника энергии, затрагивая саму ткань пространства-времени? Здесь мы вступаем в область самых смелых, самых захватывающих и одновременно самых спекулятивных гипотез современной теоретической физики. Некоторые ученые задаются вопросом, а не могут ли манипуляции с квантовым вакуумом позволить нам создавать экзотические формы материи или энергии с невероятными свойствами. Одно из таких гипотетических свойств — это отрицательная плотность энергии или отрицательная масса. Согласно общей теории относительности Эйнштейна, именно такие экзотические субстанции необходимы для создания и стабилизации таких фантастических объектов, как проходимые червоточины, теоретические туннели сквозь пространство-время, позволяющие мгновенно перемещаться между двумя удаленными точками Вселенной, своего рода космические короткие пути. Также отрицательная энергия лежит в основе концепции варп-двигателя, предложенного мексиканским физиком Мигелем Алькубьерре в 1994. Его идея заключается в создании пузыря пространства-времени вокруг космического корабля, который бы сжимал пространство перед кораблем и расширял его позади. Сам корабль внутри пузыря оставался бы неподвижным относительно локального пространства, но сам пузырь мог бы перемещаться со скоростью, превышающей скорость света, не нарушая при этом постулатов Эйнштейна локально. Звучит как научная фантастика, и во многом это так и есть. Создание отрицательной энергии — колоссальная проблема. Мы никогда не наблюдали ее в макроскопических масштабах. Однако некоторые теоретические исследования показывают, что определенные конфигурации квантового вакуума, например, возникающие в специфических геометриях эффекта Казимира или в так называемых сжатых состояниях вакуума, могут локально обладать отрицательной плотностью энергии. Эти эффекты чрезвычайно малы и нестабильны, но они дают пищу для размышлений, возможно ли однажды научиться управлять вакуумом настолько, чтобы создавать и поддерживать такие экзотические состояния в макроскопических масштабах. Это открыло бы путь к технологиям, которые сегодня кажутся нам магией. Сверхсветовые путешествия, мгновенная связь, возможно, даже путешествия во времени. Пока это лишь далекие горизонты теоретической мысли, но они показывают, какие невероятные перспективы может таить в себе понимание и управление самой фундаментальной энергией Вселенной, энергией пустоты. Реальность в осколках. Квантовый вакуум заставляет нас задать самые глубокие вопросы о бытии, разрушая привычные опоры нашего мировосприятия. Все эти открытия, связанные с энергией нулевой точки, эффектами Казимира и Швингера, гипотезами об извлечении энергии или манипуляции пространством-временем, имеют не только научное, но и глубокое философское значение. Они кардинально меняют наше понимание самой реальности. Подумайте, концепция абсолютной пустоты, ничто лежавшее в основе многих философских и научных систем на протяжении тысячелетий, оказывается несостоятельной. То, что мы считали пассивным фоном, инертной сценой для действия, на самом деле является динамичной, активной средой, фундаментальным океаном энергии, из которого рождается сама материя. Граница между чем-то и ничем размывается. Пустота становится не отсутствием бытия, а его потенциальной формой, источником всего сущего. Это переворачивает с ног на голову наши интуитивные представления о творении и существовании. Если частицы — это лишь рябь на поверхности вечно волнующихся квантовых полей, пронизывающих вакуум, то что тогда первично: материя или поле, субстанция или структура? Само понятие вещи становится более размытым, уступая место понятию процесса, взаимодействия, возбуждения. Наша классическая интуиция, сформированная опытом взаимодействия с макроскопическими объектами, оказывается совершенно неадекватной для описания фундаментальной реальности. Мир на квантовом уровне не подчиняется привычной логике или-или. Он полон парадоксов, неопределенности, взаимосвязанности всего со всем. Квантовый вакуум — это, пожалуй, наиболее яркое проявление этой странности. Он показывает нам, что реальность гораздо сложнее, глубже и удивительнее, чем мы могли себе представить. Это знание одновременно восхищает и вызывает трепет, возможно, даже легкое головокружение от осознания того, насколько наши повседневные представления далеки от истинного устройства мира. Мы вынуждены признать ограниченность нашего интуитивного понимания и принять Вселенную во всей ее контринтуитивной красоте, где даже пустота полна жизни и бесконечного потенциала. Реальность, какой мы ее знали, действительно рассыпается на глазах, уступая место новой, более глубокой и загадочной картине мира.
Бремя знания. Наука на грани. Так почему же я выбрал такое провокационное название? Ученые боятся это обсуждать. Неужели действительно существует заговор молчания или страх перед истиной, скрытой в глубинах квантового вакуума? Позвольте мне объяснить. Слово «бояться» здесь, конечно, не следует понимать буквально как эмоциональный страх. Речь идет о другом, о глубочайшей научной осторожности, об интеллектуальной честности и об огромной ответственности, которая ложится на плечи исследователей, работающих на самом переднем крае познания. Когда мы говорим об энергии нулевой точки, эффекте Казимира или даже о теоретической возможности эффекта Швингера, мы все еще находимся на более-менее твердой почве, подтвержденной экспериментами или строгими расчетами в рамках устоявшихся теорий. Но как только разговор заходит о практическом извлечении энергии из вакуума, о создании отрицательной массы, червоточин или варп-двигателей, мы неминуемо вступаем в область высокой спекуляции. Это захватывающие, будоражащие воображение идеи, но они часто основаны на экстраполяциях существующих теорий далеко за пределы их доказанной применимости или требуют условий, которые мы не имеем ни малейшего понятия, как создать. Ученые проявляют сдержанность, потому что наука требует доказательств, а не только красивых гипотез. Еще одна причина для осторожности — это колоссальные трудности или даже принципиальная невозможность экспериментальной проверки многих из этих идей в обозримом будущем. Как проверить существование проходимой червоточины или измерить отрицательную плотность энергии в макроскопических масштабах? Без возможности экспериментальной проверки гипотеза рискует навсегда остаться лишь математическим упражнением, сколь бы элегантным оно ни было. Кроме того, нельзя забывать о фундаментальных нерешенных проблемах, таких как чудовищное расхождение в проблеме космологической постоянной. Этот конфликт между предсказаниями квантовой теории поля и наблюдениями общей теории относительности показывает, что наше понимание взаимодействия вакуума и гравитации в корне неполно. Делать громкие заявления о свойствах вакуума, игнорируя эту зияющую пропасть в наших знаниях, было бы просто безответственно. Наконец, существует и вполне прагматичная причина для сдержанности — защита репутации науки от псевдонаучных спекуляций и необоснованного хайпа. Темы вроде энергии из вакуума или антигравитации легко подхватываются людьми, далекими от науки, порождая волну дезинформации, мошеннических схем и ложных надежд. Серьезные ученые предпочитают взвешенную и точную формулировку, чтобы не давать повода для подобных искажений. Таким образом, страх ученых — это не боязнь истины, а боязнь ошибки, боязнь выдать желаемое за действительное, боязнь подорвать доверие к научному методу. Это осторожность первопроходца, который понимает, что находится на неизведанной территории, где каждый шаг требует тщательной проверки и осмысления.